Дорогие друзья, присоединяйтесь. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок 169 метров в 50 граммах. Вы можете буквально любую пряжу взять и подобрать крючок. Вязать мы сегодня с вами будем нежнейший красивый мотив и узнаем, как соединить такие мотивы в единое полотно за счет провязывания последнего ряда. Начинаем выполнение нашего мотива с 10 воздушных петель, замкнутых кольцом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я ввожу крючок в первую воздушную петлю, соединительную. Мое колечко готово, и я приступаю к выполнению первого ряда. Начинаю выполнение с 4 воздушных петель подъема, которые у меня заменяют столбик с 2 накидами. И далее провязываю 6 столбиков с 2 накидами. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Связали. Далее 2 воздушные петли. И в это же колечко провязываю 7 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 воздушные петли и так далее. Так мы с вами будем выполнять до конца ряда. Всего у нас вот таких, ну скажем так, приемов должно быть 4. Я завершаю выполнение первого ряда. Мы связали, как и договаривались, 4, давайте назовем, группы столбиков. И я ввожу крючок в 4 воздушную петелечку подъема, соединительная. Мой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению второго ряда. 1, 2, 3, 4 воздушные петелечки подъема, которые заменяют столбик с 2 накидами, воздушная, 2 накида на крючок. Я ввожу крючок в вершинку столбика с 2 накидами, провязываю столбик с 2 накидами. Воздушная. И в следующую вершинку столбик с 2 накидами. Воздушная. И так до конца моей этой группы столбиков. Вот таким образом мы с вами провязываем наши столбики с 2 накидами. И не забываем выполнять воздушные. Вот таким образом довязали. Далее мы выполняем арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И продолжаем то же самое выполнять над следующей группой столбиков. Столбик с 2 накидами, воздушная и столбик с 2 накидами. И так далее. Завершу выполнение ряда я вместе с вами, а далее вы продолжите самостоятельно. Я завершаю выполнение второго ряда и обращаю ваше внимание, последнюю арочку я заменяю 2 воздушными и столбиком с накидом. Я 1, 2, 3 в 4 воздушную петелечку подъема провязываю столбик с накидом. Это мы с вами делаем для удобства перехода к следующему ряду. Далее, третий ряд я начинаю с выполнения 3 воздушных петель подъема, которые заменяют столбик с накидом, и под арочку
провязываю 2 столбика с накидом. Далее арочка из 3 и под одну воздушную петлю столбик без накида провязываю. Далее арочка из 3 и столбик без накида. И таких арочек я выполняю 5. Первая готова. Далее вторая арочка, столбик без накида. Третья. Четвертая. И пятая. Выполнили 5 таких арочек. Продолжаем нашу работу. Выполняю арку из 3. И теперь под арочку из 5 я провязываю 3 столбика с накидом. Раз. Два. 3. Далее арочка из 3 и 3 столбика с накидом. Раз, два, 3 под эту же арочку. Продолжаем работу и выполняем все точно так же, как выполняли над этой группой столбиков. То есть арочка из 3 под воздушную петлю, столбик без накида. И начинаю провязывать арочки из 3, 5 штук и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Завершаю выполнение 3-го ряда и опять же последнюю арку я заменяю одной воздушной накид и в 3-ю воздушную петелечку подъема провязываю полустолбик. Это делается для удобства перехода к другому ряду. И следующий ряд, 4-й, я начинаю с выполнения 3 воздушных петель подъема. Под арочку провязываю 2 столбика с накидом. Раз и 2. Далее арочка из 4. Раз, 2, 3, 4. И под арку из 3 столбик без накида. Далее я провязываю арочки из 3 и считаем. Всего должно быть 4. Первая, вторая, 3 воздушные, 3-я арочка и последняя 4-я. 3 воздушные и столбик без накида. Связали. Далее опять же 4 воздушные или арочка из 4. Раз, 2, 3, 4. Накид. И под мою арку я провязываю 3 столбика с накидом. Далее арочка из 3. 3 столбика с накидом. Арочка из 3 и вновь 3 столбика с накидом. Раз, 2 и 3. Связали. Далее арочка из 4. Раз, 2, 3, 4. Столбик без накида под арку из 3 и далее выполняем как и с этой стороны. 4 арочки из 3 воздушных и так далее мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение 4-го ряда точно так же, как и предыдущего. Воздушная, накид, в 3-ю воздушную петлю подъема провязываем полустолбик. И приступаем к выполнению следующего 5-го ряда. 3 воздушные петли подъема, которые заменяют столбик с накидом, и 2 столбика с накидом. Раз и 2. Далее арочка из 5. Раз, 2, 3, 4, 5.
под арочку из 3 столбик без накида. И вяжем 3 арочки из 3 воздушных. Первая готова, вторая и третья. Связали. Далее у нас арочка из 5. Раз, два, три, 4, 5. Накид. И под арку вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Арочка из 3. И под эту же арочку 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Далее арочка из 5. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. И вновь 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Арочка из 3. И 3 столбика с накидом под эту же арочку. Все очень просто. Главное внимательно провязывать наши столбики и воздушные. И мы продолжаем работу. Далее у нас арочка из 5. Раз, два, 3, 4, 5. И столбик без накида. Далее арочка. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение 5-го ряда. Точно так же, как и в предыдущем ряду, мы выполняем воздушную и полустолбик в 3-ю воздушную петелечку подъема. И приступаем к выполнению следующего 6-го ряда. 3 воздушные петли подъема, 2 столбика с накидом под эту же арочку. Связали. Далее у нас арочка из 5. Раз, два, 3, 4, 5. Под арочку столбик без накида. Арочка из 3. Столбик без накида. Арочка из 3. Столбик без накида. То есть всего 2 арочки у нас получилось. Далее арочка из 5. Раз, два, 3, 4, 5. И 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Арочка из 3. И 3 столбика с накидом под эту же арочку. Вот таким образом. Далее арочка из 5. Раз, два, 3, 4, 5. И столбик без накида под арочку из 5. Далее раз, два, 3, 4, 5. Накид. И 3 столбика с накидом. Далее арочка из 3. 3 столбика с накидом. Далее арочка из 5. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение 6-го ряда. Точно так же, как и предыдущего. В 3-ю воздушную петелечку подъема провязываем полустолбик. И 7-й ряд мы начинаем с 3 воздушных петель подъема, которые заменяют у нас столбик с накидом. 2 столбика под эту же арку. Раз, два. Далее арочка из 5. Раз, два, 3, 4, 5.
столбик без накида под арочку из 3, арочка из 3, столбик без накида. Далее арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 3 воздушные петли арки и 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. Далее очень внимательно. Арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида и 3 столбика с накидом в вершинку столбика без накида. 1, 2, 3. Далее 1 воздушная и 3 столбика в эту же вершинку. 1, 2, 3. Столбик без накида под арочку. Далее арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5. И под эту же арочку выполняем точно так же, как мы выполняли здесь. 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 3 воздушные и 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5. Арочка из 3. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Снято чисто. Мисс 78, дубль 8. Мы завершаем с вами выполнение 7 ряда. Завершаем, как и ранее, воздушная и полустолбик в 3 воздушную петелечку подъема. Красивый у нас такой ажурный мотив получается, и мы приступаем к выполнению следующего 8 ряда. 3 воздушные петли подъема, которые заменяют у меня столбик с накидом, накид, 2 столбика с накидом, 1, 2. Далее арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5 и столбик без накида под арочку из 3. Далее арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 3 столбика с накидом. Далее арочка из 3 и под эту же арочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И продолжаем нашу работу. Арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида под арочку. Далее очень внимательно накид и вершинку столбика без накида провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали. Далее
Помним, вот одна воздушная мы выполняли. Провязываем под нее столбик без накида. И вершинку столбика без накида выполняем опять же 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И под арочку столбик без накида. Продолжаем нашу работу. Арочка из 5. Раз, два, три, 4, 5. И под арку 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Арочка из 3. 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Связали. И далее у нас арочка из 5. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида под арочку. И так мы с вами будем вязать до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение 8 ряда. Вот такой у нас мотив с вами красивый, уже нежный получается, ажурный. Как и ранее, я провязываю одну воздушную и полустолбик в 3-ю воздушную петелечку подъема. И приступаю к выполнению последнего 9 ряда. Для этого 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом, и 2 столбика с накидом под эту же арочку. Раз, два. Далее воздушная. И под арку из 3 я выполняю 3 столбика с накидом. Провязали. Далее арочка из 3. И под эту же арку 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Далее мы с вами выполняем арочки. Сначала выполняем арочку из 5. Раз, два, 3, 4, 5 воздушных петель и под арку столбик без накида. Далее у нас арочка из 9 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И смотрите, вот наши 7 столбиков с накидом. Мы отсчитываем 1, 2, 3 и в 4, то есть в центральный, провязываем столбик без накида. Накид. И далее вот наш столбик без накида. В него мы с вами провязываем 4 столбика с накидом. Считаем. Раз, два, 3 и 4. Далее арочка из 15 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Связали. Накид. И в эту же вершинку 4 столбика с накидом провязываем. Раз, два, 3 и 4. Далее отсчитываем 1, 2, 3 в 4-ю вершинку центральную. Давайте проверим. Вот
Раз, два, три. Вот четвертая у нас. С этой стороны хорошо видно. Раз, два, три. Тоже четвертая. В центральную вершинку. Ну, точнее, в вершинку центрального столбика. Столбик без накида провязали. Далее арочка из 9. То есть точно так же, как с этой стороны. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9. Столбик без накида. Арочка из 5. Раз, два, три, 4, 5. 3 столбика с накидом. Арочка из 3. Под эту же арку 3 столбика с накидом. Я немножко побыстрее буду вязать. Мы с вами это уже все провязывали. Далее воздушная. И переходим на следующую арочку. 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Арочка из 3. И 3 столбика с накидом. И так далее. У нас далее арочка из 5 будет. И так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение последнего ряда. После арочки из 3 я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема. Соединительная. Далее воздушная, нить обрезаю и хорошо-хорошо подтягиваю. Мой мотив завершен. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такой красивый, нежный, ажурный мотив получился. Квадратный, видите. И теперь нам остается с вами рассмотреть, как соединить такие мотивы в единое полотно за счет вязания последнего ряда. Я выполнила небольшое полотно из 3 мотивов, которое соединила последним рядом вязания. И теперь на примере 4-го мотива, вот я его связала уже, смотрите, без последнего ряда. Вот я начала выполнение последнего ряда, дошла до самой большой арочки нашей из 15 воздушных петель. И остановилась, и мы рассмотрим принцип соединения нашего мотива за счет провязывания последнего ряда. Будем присоединяться с этой стороны и с этой. Начинаем наше присоединение. Я разворачиваю наши мотивы поудобнее. И смотрите, у меня по узору должна быть арочка из 15 воздушных петель. Что я делаю? Я выполняю 7 воздушных петель. То есть вяжу последний ряд по узору и выполняю 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Далее беру готовый мотив. И вот моя арочка из 15. Я захватываю арочку. С изнаночной стороны я отсчитываю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И в 8-ю петлю я ввожу крючок. Вот таким образом. И провязываю столбик без накида. Одну воздушную петлю в моем мотиве мы с вами заменили на столбик без накида. И далее я провязываю 7 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И вяжу по узору. Накид. По узору у меня 4 столбика с накидом получается. Провязываем. Раз, два, три и 4. Далее я раз, два, три в 4-ю вершинку ввожу крючок или в центральную и столбик без накида. Все по узору.
Далее у меня по узору идет арочка из 9 воздушных. Опять же, одну воздушную я заменю на столбик без накида. Я выполняю 1, 2, 3, 4 воздушные. Теперь, смотрите, очень внимательно. Я под арочку ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Далее опять 1, 2, 3, 4. По узору я ввожу крючок под арку, столбик без накида. Далее у меня арочка из 5. Я выполняю 2 воздушные, ввожу крючок под арку, с изнаночной стороны мы вводим крючок всегда, столбик без накида. И далее 2 воздушные. Накид. Возвращаюсь к моему мотиву. 3 столбика с накидом у меня по узору. 1, 2, 3. Далее у меня идет арочка из 3. Я выполняю 1 воздушную, под арку ввожу крючок, столбик без накида, воздушная и возвращаюсь к моему мотиву. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее по узору воздушная, накид и перехожу по узору опять же на следующую арочку. Я выполню 3 столбика с накидом и остановлюсь, и мы посмотрим, что у нас получилось. 1, 2, 3. И мы смотрим. Вот наше соединение. Видите, да? Хорошо видно. Вот наши арочки мы присоединили. За счет столбика без накида. Далее мы продолжаем опять же вязать. Все точно так же, только с этой стороны. Ну, давайте продолжим вместе. Продолжаем работу. У нас по узору арочка из 3. Мы выполняем 1 воздушную. Далее под арочку из 3 на готовом мотиве вводим крючок, столбик без накида, воздушная и возвращаемся к нашему мотиву. 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Далее по узору арочка из 5. 2 воздушные. Я ввожу крючок под арочку из 5 с изнаночной стороны. Столбик без накида. 2 воздушные. И возвращаемся к нашему мотиву, столбик без накида. Далее у нас арочка из 9. Я выполняю 1, 2, 3, 4 воздушные провязала. Под арочку ввожу крючок, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, накид. Прошу прощения, мы выполняем столбик без накида. 1, 2, 3, в 4-ю вершинку. У нас с вами по узору идет столбик без накида. Далее накид. И в столбик без накида я провязываю 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Далее у нас арочка из 15, и мы 1 воздушную заменяем на столбик без накида, центральную воздушную. Значит, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
я показываю наше соединение. Вот видите, уже хорошо видно, мотив присоединился по одной стороне. Здесь у нас с вами уже есть вот воздушная петля, в которую мы с вами провязывали все столбики без накида. Вот ее хорошо видно, видите, вот столбик без накида и вот это воздушная, то есть как бы это первоначальный мотив, да, к которому мы присоединялись. И я провязываю еще один столбик без накида. Провязали. Далее разворачиваем работу поудобнее. Арочка из 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Накид. Возвращаемся к нашему мотиву. И, как и ранее, 4 столбика с накидом. Раз, два, 3, 4. Далее раз, два, 3 центральную или в 4-ю вершинку столбик без накида. И опять же я останавливаюсь и смотрим, что у нас получилось. Вот видите, уже хорошо присоединение всех 4 мотивов видно. И одна сторона у нас с вами полностью присоединилась. Далее с этой стороны мы точно так же, как и здесь, с этой стороны мы присоединяемся. Вот смотрите. Вот присоединение одной стороны. И далее присоединение второй стороны. Видите? Далее мы довязываем наш мотив по узору и смотрим на то полотно, которое у нас с вами получилось. Вот давайте еще раз посмотрим. Вот наше присоединение с одной стороны и с другой. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейший квадратный мотив. Научились соединять этот мотив в единое полотно за счет последнего ряда вязания самого мотива. И вот видите, у нас с вами вот такое красивое нежное полотно получилось. За счет соединения мотивов, видите, образуется еще один рисуночек. Вот такой интересный, красивый. Не только сам мотив, да, красив, но и соединение дает тоже интересный, красивый узор. Полотно вы можете использовать для создания буквально любого изделия, начиная от кардигана, блузы, накидки, шали и заканчивая, если, допустим, вы возьмете полушерсть, более теплую пряжу, может какой-то плед можно сделать. Все зависит от вашего желания, фантазии, выбора пряжи, конечно же. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. Сам мотив несложный и присоединение тоже простое и быстро запоминается. До новых встреч, творческих вам успехов. Конечно же, отдельно огромное спасибо за то, что вяжете вместе со мной.